Знаете, этот осенний и зимний сезоны, когда абсолютно все начинают играть в игру «Сдохни или умри». И обязательно закупаются всем декором, посудой, какими-то свечами для дома с нуля. Сначала Хэллоуин, потом у нас идет Рождество и Новый год, и вот эти вот полгода, начиная с августа, какая-то непонятная гонка. Так вот, я отказываюсь участвовать в этом всем соревновании. И сегодня я хочу с вами поделиться списком вещей, которые я отказываюсь покупать этой осенью. Я просто чувствую, что это может на меня влиять не очень положительно влиять также на мой кошелек. А самая основная тема моей жизни сейчас — это сберечь как можно больше денег и прийти к вот этому вот недопотреблению даже в какой-то степени, потому что мне очень нравится эта тема, мне нравится довольствоваться меньшим. Надеюсь, что вас я тоже на это все немножко вдохновлю. Начну, пожалуй, с самого типичного. Это декор для дома, свечи, какие-то специальные кружки, посуда, которая имеет вот эту вот осеннюю символику. Листочки, тыковки. В целом вижу у некоторых людей особое помешательство на подобного рода вещах, и они буквально каждый год покупают себе новые вещи вот в этой категории. И, честно говоря, такое меня немножечко вводит в ступор, потому что, на мой взгляд, для меня посуда, она должна не иметь какого-то определенного времени года. Посуда — это то, чем ты должен и можешь, в принципе, пользоваться в любой день недели, в любое время года, тогда, когда тебе этого хочется. Но так получается, что человек покупает себе какую-нибудь кружку-тыкву, и он пьет из нее только осенью. И если представить, что сейчас лето или весна, и ты захочешь попить из кружки тыквы, у меня лично это ощущается как что-то неправильное. Типа, ну ты же покупал эту кружку специально для осени, значит, эта кружка должна ассоциироваться с осенью. Но ты берешь и пьешь из нее весной. Так бы это у меня работало, если бы я покупала кружки специально для осени, для зимы или для любого времени года другого. Поэтому, чтобы лишний раз себя не напрягать, не делать свою жизнь более сложной, я отказываюсь от этих покупок. Но от свечей я, в принципе, отказалась, так как я не хочу делать свечи частью своей обычной жизни. Да, они дают какого-то вайба. Но вот мне моя новая лампа точно такого же вайба дает, как и свеча. Помимо вайба, свеча еще выделяет различные частички воздуха, которые не очень хорошо могут влиять на наш организм и на нашу дыхательную систему, даже если это свеча из натурального воска. Поэтому обойдусь без свечей. Второй пункт — это лимитированная сезонная косметика. Вот здесь, так как я человек, который недавно начал краситься больше, чем обычно, я заинтересована в косметике сейчас также больше, чем обычно. И здесь я начинаю чувствовать какое-то фомо, потому что limited edition, да. У нас есть определенная косметика, которая продается в определенное время, и если ты ее сейчас не купишь, вот прямо сейчас, все. Фома меня накрывает в этот момент. И это очень неприятное чувство. Я вообще в последние полгода очень сильно борюсь с вот этим вот ощущением фома, что мне нужно срочно успеть все купить, все попробовать, иначе что? Иначе я не успею, и как я буду дальше жить? И вот просто, чтобы в этом всем не участвовать, чтобы не испытывать все эти негативные чувства, я отказываюсь ходить в магазины, в которых написано Limited Edition, обязательно купи это прямо сейчас. Третий пункт — это любые сезонные напитки. Я вообще, в принципе, не любитель каких-либо сезонных напитков. У меня есть моя несменная, обожаемая классика в плане напитков, но я вижу, что на именно осенние напитки есть какой-то особый ажиотаж. В том же Старбаксе, например. Опустим тот факт, что это очень дорого, и скажем о том факте, что это также может быть чрезмерно калорийно. Некоторые делают это своей какой-то частью жизни, какой-то частью образа, я бы даже сказала. Когда ты идешь, романтизируешь то, что ты взял напиток осенний с какой-нибудь там сливочной шапочкой или сырной, идешь в парк сидеть с этими листиками желтыми вокруг. Я сейчас вообще начала готовить кофе дома, не потому что мне как-то невкусно в кофейне, нет, я обожаю спешлти кофейни, они действительно делают очень классный кофе, но я просто сделала для себя это какой-то рутиной, каким-то ритуалом, и поэтому приготовление кофе для меня — это просто база, которая дает мне положительные эмоции. Поэтому я отказываюсь покупать какие-либо сезонные напитки в кофейнях. Четвертый пункт — трендовые
сезонные вещи. Я вообще стараюсь игнорировать какие-либо тренды, потому что лично у меня есть такая проблема, когда я покупаю что-то трендовое, у меня сразу создается ощущение от себя, что я себя теряю. Уходит какая-то моя индивидуальность, и я становлюсь просто частью этого тренда. Как видите, все мои, вернее, большинство моих отказов от каких-либо вещей связаны именно с тем, что это приносит мне негативные эмоции. И мне кажется, это совершенно нормально отказываться от чего-то, что вот как-то тебе нарушает твой личный комфорт. Более того, мне не нравится идея, что трендовые какие-то вещи, они вот определенное время служат тебе, а потом ты их совершенно никак не можешь вписать в свой гардероб. Зачем тогда это вообще все нужно? Непонятно. И пятый пункт, от которого я отказываюсь, он пятый по списку, но совершенно не последний по значимости. Это осеннее самобичевание из-за того, что у нас спадает активность. Это совершенно естественный спад энергии после лета. И требовать осенью от себя такой же энергичности, продуктивности, как и летом, просто бесчеловечно по отношению к себе. У нас уменьшается световой день, соответственно, наша энергия тоже будет подстраиваться под новые условия. Это просто наша биология. Я отказываюсь от себя требовать такого же образа жизни, как у меня бывает летом. Летом мы на каком-то пике, у нас постоянная работа, осенью это идет на спад, зимой у нас, можно сказать, спячка. И вот эти вот совершенно естественные ритмы, они просто прекрасны сами по себе, и мне нравится эта идея жить в соответствии с природными ритмами. Надеюсь, это видео помогло вам снизить какую-то осеннюю вот эту вот лихорадку непонятную, гонку за какими-то продуктами, которые уже сейчас начинаются. Я вообще начала в середине июля в ТикТоке видеть эти видео, как люди идут, покупают декор к Хэллоуину. На меня все это дико давит. И давайте вместе просто расслабим булки. Напишите мне обязательно в комментариях, от каких вещей отказываетесь вы этой осенью. Возможно, я что-то себе также возьму на заметку. А вам большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.